Сегодня мы с вами разберемся, где именно спрятан секрет прибыльных сделок в Smart Money. Мы научимся верно их находить и поймем, для чего нам вообще нужна ликвидность. Что он сказал? И если вы потерпите меня хотя бы 5 минут, я вас уверяю, на трейдинг вы взглянете совершенно по-другому. А самое главное, наконец-то вы начнете торговать прибыль. Чего? И первое, с чего мы с вами начнем, это с разбора вот такой вот замечательной структуры. Очень большое количество видео на нашем канале посвящено определению именно структуры. В данном случае я отнесусь к этому немного более фривольно, то есть обозначу данные точки уже как старшие точки данной структуры. Мы не будем разбирать, как правильно учиться определять структуру. Нас сейчас интересует больше понимание, почему это работает и как это использовать для нас. Но при этом, когда мы с вами будем видеть данный график, мы будем головой понимать, что в данной зоне у нас есть не что иное, как движение с правильным откатом и дальнейшее снижение вниз. Здесь это будет выглядеть примерно так же и так далее. То есть мы с вами видим здесь IDM. После того, как мы забираем IDM, мы с вами подтверждаем наш босс. Это для того, чтобы вы понимали, что каждое из этих движений, оно имеет в себе подструктуру, и каждую эту подструктуру на данный момент я просто скрыл для того, чтобы более быстро и понятнее вам объяснить эти движения. Каждая верхняя точка является хаем, каждая нижняя лоем. В какой-то момент мы с вами делаем чок. Мы с вами делаем чок и меняем нашу структуру. Что же мы видим, когда мы с вами поменяли структуру и сделали чок? В данном случае за собой мы оставили огромное количество ликвидности сверху. То есть вот у нас есть некое движение сверху вниз, после которого мы оставили эти важные точки. И как мы с вами понимаем, за данными точками собрано огромное количество стопов. Это есть не что иное, как ликвидность. То есть если мы с вами торгуем на 15-минутном таймфрейме, мы понимаем, что если мы перейдем, например, на дневной таймфрейм, вот это вот огромное движение будет выглядеть не таким большим, и оно, возможно, по структуре, как раз наш чок будет являться непосредственно откатом к данной зоне. И данная точка, возможно, у нас на старшем таймфрейме будет являться именно зоной интереса, либо POE. И, наверное, первое, что вы подумали, логичнее было бы в данной зоне по линии тренда войти в шорт. Но на самом деле, если вы войдете отсюда в шорт, вас очень быстро заберут по стопу, и вы как раз станете той ликвидностью, ради которой цена делает вот такого вот формата паттерны. То есть технически цена, скорее всего, даже вам не даст небольшую точку движения вниз, а просто вас пробьет вверх. Она покажет небольшое желание, может на 1-2 свечи развернуться вниз, но после чего вы действительно пойдете вверх. Как же читать данную структуру и что нам делать, когда мы видим подобные накопления ликвидности? Технически мы с вами должны рассматривать данную зону не только с точки зрения ликвидности как уровня поддержки. Наша задача еще видеть и ликвидность, которая собирается снизу. То есть наша цена зажимается в треугольник. И в данном случае наша задача понимать, где именно цена работает с ликвидностью, с какой стороны мы получили реакцию на данную ликвидность. Данная концепция работы с ликвидностью, она работает на любом инструменте, на любом таймфрейме. Это объясняется тем, что графики движутся только исходя из ликвидности. Никто вам не рисует паттерн, треугольник, флаг, я не знаю, бабочка и прочее. Рынок движется только из-за ликвидности, то есть есть какие-то заявки на определенный диапазон, и в этом определенном диапазоне у нас остается цена до полного заполнения всех ордеров. Соответственно, после того, когда мы заполнили ордера, мы с вами можем получить свип ликвидности в одну из сторон, и если мы с вами увидели первоначально свип ликвидности снизу, значит ожидайте огромное движение вверх. Это огромное движение будет, скорее всего, до максимальной точки. Однако, если мы получили обратное движение, то есть мы первоначально пробиваем первую важную ликвидность по глобальной линии тренда, скорее всего, именно после этого мы с вами развернемся и пойдем забирать нижнюю ликвидность. А теперь давайте разберемся, как это все работает на обычном графике. У нас сейчас с вами есть пара евро-доллар. Мы видим с вами 15-минутную структуру, на которой у нас есть огромная ликвидность. То есть вот наша линия тренда. По данной линии тренда мы двигаемся вниз, то есть у нас есть важные точки. Давайте их отметим. Первая точка у нас будет вот здесь. Вторая точка у нас с вами будет вот здесь. Да? И третья видимая нам точка будет находиться здесь.
То есть здесь мы с вами видим не просто трендовую ликвидность, мы с вами видим еще одну дополнительную ликвидность. И очень часто перед каким-то откатным движением вы увидите вот такие лучи, которые с каждым шагом будут более и более острые. Когда вы определяете данную ликвидность, особое внимание уделяйте именно на вот такие вот точки, в которых мы снимали ликвидность с предыдущих зон. Посмотрите, как это отрабатывало здесь. Старшая точка, которая в данном случае для нас является важной ликвидностью, она снимала ликвидность с важных структурных точек, именно поэтому мы с вами и учились искать правильные откаты. Для того, чтобы понимать, какая важная ликвидность снимается нашей ценой. Если вы не знаете, что такое правильный откат, обязательно посмотрите ролик в описании к видео. Также данная точка у нас снимает еще одну структурную ликвидность. При этом она является более сильной, чем предыдущая, поскольку она делает не что иное, как свип нашего чока. И очень часто вы на графике будете видеть рисунок ликвидности, то есть в данном случае у нас же тоже есть ликвидность. Посмотрите, как технически у нас вот 3 точки, по которым у нас есть ликвидность. Первая точка, вторая точка и третья. Мы свипаем эту ликвидность. Казалось бы, первоначально мы сделали движение вверх, сделали откат вниз, и только после этого сделали окончательное движение вверх. И здесь как раз и есть первый пример из нашего графика. У нас есть нисходящее движение вниз, после чего долгая коррекция. И мы с вами видим, что первую ликвидность, которую мы забрали, на самом деле мы забрали именно снизу. О чем это говорит? Это говорит о том, что, скорее всего, после этого движения вниз мы пойдем с вами наверх и заберем всю эту трендовую ликвидность. Не только первую точку, а именно все движение полностью. Итак, что мы с вами имеем? Мы с вами имеем глобальный нисходящий тренд на дневном графике. Мы с вами имеем ускоряющееся снижение, да, то есть первое движение, второе, сейчас третье. И после чего мы с вами делаем не что иное, как чок. И данный чок очень сильно запускает нашу коррекцию вверх. При этом чок пробивает одну ликвидность. В данном случае, когда мы сделали чок, мы оформили первую, вторую, дальше мы видим третью. И казалось бы, сейчас наша цена не может останавливаться. Однако, когда вы видите данные на вашем графике, обязательно смотрите, как у нас работает цена с ликвидностью по другой стороне. Что мы видим с вами здесь? Мы с вами видим здесь 3 крупные структурные точки, которые не были друг другом пересвипнуты. То есть, если бы в предыдущем примере я вам показывал вот такое движение, и мы сделали пересвип нашей предыдущей точки и пошли вверх, да, сейчас мы такого не видим. Мы с вами видим просто обычный параллельный канал, который движется вверх. Да, он является расширяющимся, но с технической точки зрения нам сейчас интересны только лои в этом параллельном канале. Что это может значить? Это может значить, что в данном случае, если мы не работаем с ликвидностью снизу, значит мы все-таки пойдем вверх. И куда же мы должны пойти вверх? Напоминаю, у нас есть с вами 3 важные структурные точки, и на данном этапе технически у нас вроде бы уже стопов нет. Первый вопрос, который вы должны задать, когда видите похожий график, где у нас с вами спрятаны стопы. Логично, что есть люди, которые начинали здесь шортить. И, соответственно, когда мы шортим, мы с вами, мы же все жадные, правильно? Я тоже жадный. Наша задача с вами сохранять деньги. То есть мы не зря ими рисковали, поэтому по логике, когда мы видим следующее, какие-то важные структурные точки, мы с вами будем постоянно передвигать стоп. То есть технически цена пришла в данную зону, мы передвинули стоп сюда, дальше сюда, цена спустилась, очень сильно откатилась. Мы с вами ищем следующую какую-то важную точку, поскольку здесь у нас идет откат, мы дождемся большего снижения, да, возможно, мы пока передвинем наш стоп в данную точку. После того, как мы спустились вниз, мы перейдем сюда. И когда мы с вами сделали чок, скорее всего, первая часть стопов, самая жирная, она будет находиться здесь. И именно тех людей, которые меньше всего хотят рисковать, и с большим рвением они будут переносить свой стоп ближе к цене. Соответственно, в данном месте мы с вами видим 2 точки, в которых, вероятнее всего, находится самое большое скопление стопов. Мы с вами видим здесь работу со структурной ликвидностью, да, то есть мы видим свип данной зоны, и, казалось бы, это очень сильный уровень, поэтому необходимо спускаться дальше, стоп можно переместить сюда. Соответственно, когда мы с вами видим такого формата движения, мы понимаем, что первые стопы у нас собраны, и цена пошла дальше. Цена над нашим боссом закрывается полнотело. Дополнительно мы рисуем с вами структурную ликвидность снизу, трендовую ликвидность снизу.
И, казалось бы, мы вроде бы начинаем прорываться вверх. Когда вы видите такое движение, задайте себе первый вопрос: куда мы пойдем дальше? Где осталось самое большое количество стопов? И мы с вами найдем ответ, что именно в данной зоне, в данной точке у нас и будет самое большое количество стопов. Поэтому ни в коем случае я вам не рекомендую шортить от этого ордер-блока. Технически на часовом графике здесь есть очень красивый ордер-блок. И когда происходила данная ситуация, огромное количество людей входили от данного ордер-блока. Давайте посмотрим на реакцию цены к данной области. Мы пришли к этому ордер-блоку, практически до него дошли. Самое важное, что мы на самом деле до него совершенно не дошли. То есть у нас здесь есть недоход на 1 пипс, да, на 1 пункт мы не дошли до нашего ордер-блока. Это уже первый звонок того, что, скорее всего, мы еще в него вернемся. И поверьте мне, огромное количество уже здесь начинало шортить. То есть именно это их точки входа, которые двигают цену вниз. Что мы видим дальше? Людей, которые начали шортить, мы забираем, и не просто мы забираем, мы закрываемся полнотело в нашем ордер-блоке. На данном этапе у нас еще нет точек входа в шорт. Хотя, казалось бы, вообще, когда вы видите такое движение, какие же вообще могут быть точки входа в шорт? Согласитесь, у нас очень сильное начинается лонговое движение, больше даже похоже на что-нибудь вот такое. Сейчас полетим в небо и вообще обновим, скорее всего, вот этот максимум. Но наша задача в данном случае наблюдать именно за движением каждой свечи. В данном случае у нас мы рассматриваем 15-минутный график. И вот это очень интересная ситуация. Казалось бы, ну все, здесь точно необходимо переходить на младший таймфрейм и заходить в шорт. Но напоминаю вам то, для чего мы с вами учили структуру. В данном случае структура у нас является лонговая. Мы с вами не сделали никакого движения для того, чтобы на 15-минутном таймфрейме пойти в шорт. У нас нет никакого определения. Да, есть какой-то ордер-блок, но при этом данный ордер-блок не является нашей зоной интереса. Он является зоной интереса на другом таймфрейме. Для нас же сейчас важна только ликвидность. И когда мы с вами отрываемся непосредственно от маленького графика и видим огромное движение вниз, мы понимаем, что наша задача посмотреть на работу с этой ликвидностью. И, возможно, здесь мы попытаемся поймать хотя бы небольшое движение на нашем графике. Смотрим дальше. Казалось бы, ну все, здесь мы точно пропустили точку входа и движемся вниз. Но здесь я вам не рекомендую торопиться, поскольку в данном случае вот наш первый правильный откат, вот наш ADM, и технически по его пробою можно будет, если мы даже ошиблись, по его пробою на откате можно будет поискать точку входа. Смотрим дальше. Мы не доходим до нашего IDM и резко разворачиваемся выше. И делаем не что иное, как свип нашего ордер-блока. А сейчас представьте, какое огромное количество стопов стояло за данным ордер-блоком. И в дополнение мы еще и сняли ликвидность с этой свечи. То есть все, кто торопился войти в сделку, мы их всех уже выбили из сделки. И после чего, казалось бы, мы не сразу спускаемся вниз, а делаем еще один пересвип нашей зеленой свечи. И именно после того, как мы закрываемся в теле предыдущей свечи, именно важно в теле предыдущей свечи, мы с вами должны переходить на минутный таймфрейм. А перед тем, как мы перейдем на минутный таймфрейм, я хочу объявить, что все, кто напишет осмысленный комментарий к данному видео на тему «Как я узнал о Smart Money», будут являться участниками конкурса для доступа в наш Discord-канал. В Discord-канале у нас не только обучение, в Discord-канале мы постоянно общаемся и делимся текущими сделками и точками входа. А более подробно об этом конкурсе вы можете посмотреть в закрепленном сообщении в Telegram-канале. Идем на минутки. Что же мы с вами видим на минутном таймфрейме? Наша свеча 15-минутная закрылась непосредственно движением вниз. То есть, казалось бы, ну, мы, наверное, уже очень сильно опоздали, что нас первоначально интересует на данном графике. Признаюсь честно, я давно планировал записать это видео, но для того, чтобы его вам показать, и чтобы вы поняли, о чем я сейчас говорю, я сделал до этого серию видео. Первое про правильный откат, второе про ликвидность, третье про структуру, четвертое про ордер-блоки и крайнее про одну из самых частых точек входа. И именно посмотрев все эти видео, вы четко будете понимать, о чем я сейчас говорю на графике, а если вы еще и будете практиковаться после этих видео, вы будете самостоятельно ловить эти точки входа на графике.
Что мы с вами видим? Первое, что нас интересует, это первый правильный откат в нисходящем движении. Соответственно, данный первый правильный откат мы обзываем чок, поскольку он на младшем таймфрейме. Мы в зоне интереса, свипнули зону интереса, поэтому мы можем искать точку входа в шорт. Мы получили чок, и сейчас наша задача найти первый правильный откат именно уже в восходящем движении. Первый правильный откат находится у нас здесь. И план у нас следующий. Мы получили чок, мы имеем ликвидность, соответственно, при взаимодействии с данной точкой мы будем искать точку входа в шорт. И мы с вами видим не что иное, как Sweep IDM. Sweep IDM нам говорит о том, что мы с вами имеем право войти в сделку, выставив бит-стоп. Бит-стоп — это отложенная заявка именно на пробой данной свечи. То есть в случае, если цена пойдет ниже, мы с вами будем в сделке. Если же с текущих цена пойдет выше, не спустившись ни на пункт ниже, нас в сделку не заберет, и цена просто уйдет без нас. Именно этим отличается от по маркету, от заявки по стоп-приказу. Почему в данном случае мы должны входить на пробой данной свечи? В данном случае у нас есть очень интересная свеча. Она называется Sponsor Candle Order Block, сокращенно SCOP. Это не просто ордер-блок, то есть технически пока, конечно, мы не знаем, что это ордер-блок либо нет, поскольку это просто одна свеча. Но эта свеча имеет две функции. Первую функцию — она сняла ликвидность с предыдущей зеленой свечи. Если вы не знаете, что такое ордер-блок, обязательно посмотрите внизу в описании видео. А второе — это снятие ликвидности с какого-нибудь важного структурного хая. В данном случае у нас есть IDM. Соответственно, когда мы видим такую формацию, а здесь еще у нас и закрытие телом свечи в свече теле предыдущей свечи, это вообще фатально. Соответственно, данная точка у нас является суперсильной. Именно в эту точку мы можем выставлять отложенную заявку и смотреть дальнейшее движение. Почему нам нет смысла ставить стоп сюда? Потому что дальше у нас с вами идет ликвидность. И цена, если все-таки решит пойти выше, она заберет не только ваш стоп, она и заберет остальные стопы. Поскольку у нас здесь нет больше никакой важной структурной ликвидности, то цене нет смысла разворачиваться в данной зоне. Поэтому мы с вами ставим стоп пипс. Ну, обычно я иногда могу на 1 пипс немножко выше поставить. Уменьшать свою прибыль не стоит. Когда вы отодвигаете риск, вы только уменьшаете свою прибыль. И где же будет наша первая цель? На 15-минутном графике наша первая цель будет находиться наш IDM на 15 минутах. Просто поверьте, когда мы перейдем на 15 минут, он будет именно здесь. Соответственно, первая точка, в которой мы имеем возможность зафиксироваться, 1 к 15, идеальная сделка, можно ее отрабатывать. То есть в данном случае один риск стоит того, чтобы заработать в 15 раз больше. И смотрим с вами, что будет дальше. В данном случае мы немножко вернулись обратно. Если вы не споймали сделку ниже, вы могли по рынку споймать ее где-нибудь здесь. Смотрим, что происходит дальше. И дальше мы просто валимся вниз. Перейду на 15-минутный график, чтобы мы определили с вами точки интереса, в которых можно закрыть нашу сделку. Первая точка интереса — это наш IDM 15 минут. Это первый правильный откат. В данном случае у нас было восходящее движение, соответственно, первый правильный откат против данного восходящего движения. Он находится у нас здесь. Это первая точка, 1 к 15. И что мы понимаем дальше? Мы понимаем дальше, что у нас есть следующая важная структурная ликвидность. Рядом с ней у нас есть ликвидность уже трендовая. Поскольку мы с вами решили идти в шорт, и мы с вами помним правило, что поскольку мы забрали верхнюю ликвидность, скорее всего, мы пойдем к нижней ликвидности. Соответственно, у нас с вами есть здесь сделка 1 к 91. И давайте посмотрим, как эта сделка дальше отработала. Буквально за считанные минуты на новостях эта сделка, то есть вот здесь вот у нас начало нью-йоркской килл-зоны, и после чего цена повалилась резко вниз. На самом деле я открывал именно такую сделку, но закрылся намного выше. Я забрал по рынку 59R, на самом деле немножко не додержал до данной точки, а вот ребята, которые торговали на часе, они додержали до самого низа, но у них не было такой крутой точки входа, как в данном случае была на минутке. В 5 минутах у них была точка входа, если мне память не изменяет, вот от этой свечи, и стоп они выставляли намного выше. Соответственно,
здесь было только 25R до самого дна. Данная сделка выложена была у меня в телеграм-канале. Если вам интересно, посмотрите, мотайте историю на 27 июля, вы будете очень приятно удивлены. Именно понимание ликвидности в данном случае позволило мне заработать на данном рынке. Казалось бы, когда вы раньше торговали на Smart Money, вы зарабатывали 1 к 3, а здесь за одну сделку, за несколько минут, тут даже, наверное, часа особо и не прошло, я заработал 59R. Фактически это закрыть целый месяц по одной сделке 1 к 3. Если вы хотите быть более продвинутым Smart Money и торговать постоянно в плюс, переходите на мой телеграм-канал. А на этом у меня все. Пока.